Вау, друзья, всем привет! Сегодня я заехал в магазин и хочу поделиться с вами вот таким обзором орхидей из-под полы. Вот они, красотки, которые находились внизу под полами, я их так называю, в прошлых обзорах. Мини-орхидеи. Сверху стояли на мартовские праздники стандарты и другие орхидеи, а менюшечки обделенно стояли где-то внизу. И вот сегодня, друзья, эти мини-орхидеи находятся на витринах, на стеллажах, и можно их теперь рассмотреть во всю красу. Посмотрите, какая красотка. Друзья, корни обалденные. И орхидеи похожие, знаете, на чепчик какой-то такой, знаете, из 19 века у дам были чепчики, такие головные уборы. Вот он с такой каемочкой интересной, с рюшечками. Здесь, кстати, Тайсуко кобальты орхидеи мини. Ну, понятно, что самые вкусные отобрали, а эти остались не распроданные. В общем, друзья, сегодня обзор орхидей, как говорится, остатки сладкие тех, что не распродали на мартовские весенние праздники. Вот такие вот красоточки, к сожалению. Тайсуко кобальт, друзья, я уже одним глазом посмотрел, они с гнившими корнями. Эти орхидеи только ставить на наращивание корней, естественно, обрабатывать их топазом или максимом, все по обстоятельствам, привикуром. Но, скорее всего, с такими корнями нужно максимум срезать, все зачищать и все обрабатывать. У нас на канале есть плейлист «Максим для орхидей», и вот там как раз-таки вот для таких случаев. Да, жалко малышей, жалко малышей. Их здесь очень и очень много. Ну, потому что их неправильно маркетологи, работники этого отдела, все эти малыши куда-то вниз поставили, и их не было видно. А сейчас их выставили, естественно, уже прошла практически неделя после праздников. И вот такая вот, друзья, картина. Ну, и, кстати, попадаются малыши с очень хорошими, прям вот очень хорошими корнями. Так, здесь у нас еще Тайсуко кобальт, вот такой вот. Сейчас я достану, посмотрю их. Но сперва посмотрим другие орхидеечки. Ох, вот, смотрите, какой роскошный, друзья, мини-фаленопсис. Это Neon Magic. Neon Magic. Вот такой вот он желтенький. О, какие корни, друзья. Вот это экземплярище. Вот это прям слоник обалденный. Вот этот экземпляр прям самый-самый, что ни на есть. Прям вот вкусный, друзья. Так, ну, чепчик я уже показывал, еще один чепчик, он меня прям, знаете, это один из вариантов кренбери чача, друзья. Один из вариантов кренбери чача, их как-то я вам показывал, было 3 варианта, один кренбери чача 1, другой 2, и сейчас у одного из них появилось свое название. О, а это, друзья, красотка, которую я вам показывал в праздничном обзоре, орхидея Муккола, друзья. Вот так вот стоит, никем не купленная. Боюсь, что попадет в уценочный отдел. Мы еще с вами дойдем до уценочного отдела стеллажей, посмотрим. Но этот экземпляр очень даже неплохой. Корни хорошие, несмотря на то, что желтит лист. Его нужно просто снять. Во вчерашнем видео я вам уже показывал на уценочке, как снимать желтые листья и смотреть, что под ними. Друзья, вот еще один вариант окраса кренбери чача. Вот такой вот интересный. Но тоже есть проблемы с корнями. 50 на 50. Что-то здесь хорошее, что-то здесь плохое. Мы очень, кстати, активно применяли на мини-орхидеях топаз. У нас очень много видео, где мы в топазе замачиваем, и топаз очень хорошо справляется с гнилостями. Есть такой плейлист. Ух ты, ничего себе. Прям с карандаш толщиной корни. Посмотрите, как он с Neon Magic будет смотреться. Таких, знаете, пастельных легких тонов весенних. Очень красивые, нежные мини-орхидейки, друзья. Так, вот я все хочу себе что-нибудь выбрать. Вот, может быть, кренбери чачу. У меня как-то спрашивала одна из зрительниц, посмотрите, как на Анютины глазки похоже, что не может купить кренбери чача. Ну вот я как не зайду в магазин, они постоянно мне попадаются в продаже. Я не знаю, почему не попадаются другим. А вот посмотрите, какое розовое облако.
О, да тут просто, смотрите, какой слоник. Слоноподобный букет. Просто обалденный. Pink Buketto. Такая есть торговое название вот таких экземпляров. Мультифлор. А это, друзья, мультифлора. Вау, друзья, это дендробиумы. Цену вы видите у дендробиумов. Посмотрите, все за 1000 рублей, друзья. Все орхидеи за 1000 переваливают. Тут и камбрия есть. Сейчас мы... Ух, какой фиолетовый. Я вам тоже показывал его в одном из... обзоров. В руке мешает у меня Rebuff Extra. Я вчера показывал видео, где применял Rebuff Extra, и оказался последний тюбик. Я использовал. И вот заехал в Leroy Merlin, чтобы купить Rebuff Extra. А тут такие вот остатки. Вот розовые орхидеечки очень красивые, друг с дружком смотрятся. Облако и вот это мини. А это, друзья, фиолетовый дендробиум, который я в одном из первых обзоров показывал вам. Вот такой красавчик. Одна из немногих орхидей, которая именно чисто фиолетовый окрас имеет. Среди фаленопсисов это Violet Queen, мини-орхидеи мультифлора. А среди дендробиумов вот санук, вот такой вот дендробиум санук. С фиолетовыми вот такими цветочками. По-моему, больше фиолетовых не встречается. Это все крашенки будут. Так, это камбрий, друзья. Посмотрите, какие здесь варианты. Помните, несколько стеллажей вот этих вот роскошных. Они мне все напоминают танцующие куколки. Вот такие ручки тянут в стороны, сзади такие вот крылья, перья, юбочки беленькие. Обалденные орхидеи, очень, кстати, пахучие. Большинство обладают нежным ароматом. Так, кстати, цена хорошая, 1055 рублей. Спрашивали в прошлом видео, где же цены на камбрии. Ух, смотрите, какой паучок. Орхидея паук, друзья. Посмотрите, действительно его так, эту орхидею и называют среди архаманов орхидея паук. Интересная красотка. Рядом еще яркая такая камбрия. Орхидей, в общем, друзья, еще есть выбор. Можно купить. Цены, конечно, уже стали подниматься. Мне так кажется, после определенных событий цены пошли в гору. Все дорожает. Курс доллара тоже, друзья, дорожает. Поэтому орхидеи тоже, по всей вероятности, будут дорожать. Поэтому завозы, которые были сделаны на праздники, еще можно купить по старой цене. Новые, наверное, уже будут намного дороже. Кстати, в группах девочки-продавцы уже выставляют новые цены. Они реально высокие. Так вот показалось, что это мучнистый червец на лепестке. Но нет, просто механическое повреждение. Ух, как рябит глаза вот от этой вот венозной орхидеи. Посмотрите, прямо аж это. Знаете, тренировка для глаз. Сконцентрируйся на одной полосочке. Ух ты, друзья, желтеет лист. Но корни, в принципе, вроде ничего. Кстати, видите, матовый такой горшок у этой орхидеи. Неудобный следить за положением дел, что там происходит в горшке. В общем, друзья, есть что выбрать. Цены еще не кусаются. Орхидеи еще хорошие, есть продажи. Так что, мне надо забрать Rebuff Extra, а то унесут девочки какие-нибудь. Вот. Так, пройдемте, друзья, хочу посмотреть, вон там тоже стеллажи еще стоят, хочу показать вам, что у нас имеется здесь на уценочных полочках, может быть, удастся еще какую-нибудь уценочку прикупить в Leroy Merlin. Хочу посмотреть, почем цены на уценки. Вот здесь вот, протиснуться, друзья, протиснуться. Вот такая полка, кстати, неплохие экземплярчики стоят. Даже есть еще, продолжают цвести, но цен, по-моему, я что-то не вижу. Цен нужно уточнять у сотрудника этого отдела.
Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Вы знаете, кстати, Леруа Мерлен часто лукавит. Берет цену, задирает, и потом от задранной цены чуть-чуть сбавляет ее. И получается, что если вот такой дендробиум, вот такой ароматный, стоил, допустим, 1000 рублей, они ему прибавляют рублей 200, и потом типа 30% скидку. И получается, что в итоге там всего процентов 10 скидка. Ну, согласитесь, это небольшая уценка по сравнению от хорошей, цветущей и уже ушатанной орхидеи, которую уже забывают поливать, которая поражена мучнистым червецом, либо постояла и заражена какими-нибудь грибково-бактериальными болезнями. Ладно, в общем, вот такие хорошие орхидеи еще у нас имеются в продаже, друзья. Всем хорошего настроения, забираю свой ребаф и пошел делать свою работу.